мы в городе Выборг. Ну а первое, что видят туристы, выходя из здания железнодорожного вокзала, это въездной знак Выборг. На нем название города написано на 3 языках: на русском, на финском и на шведском. Ну а дальше все движутся по правую руку, по тротуару, мимо тех рекламных билбордов, посередине которого карта средневековой части города Выборг с достопримечательностями. Ну и все бегут по тротуарчику к заливу. Туда мы сейчас тоже направимся. Все идут в сторону не просто средневекового города, но и там, где находится Выборгский замок. Так вот, люди переходят. Пойдем тоже. Залив называется Салака-Лахти. Пройти мимо тяжело. Сейчас давайте перенесемся на берега залива. Вот он, заливчик Салака-Лахти. Справа у нас виднеется здание. Это гостиничный комплекс «Дружба». И у его подножья на берегу залива там виднеется 2 дракара. Сейчас, может быть, немножко мешают понтон для водных экскурсий. Там 2 дракара, и, насколько мне помнится, это бутафорские дракары, сделанные то ли для какого-то фестиваля, то ли для снятия в каком-то кино, и после съемок они здесь просто оставлены, еще с советских времен. Но выглядят достаточно интересно. Ну и вот тут наш путь неизбежно будет пролегать вдоль этого заливчика. В центре, как вы видите, цельный фонтан. Можно покататься на катамаранах. Можно арендовать чуть ли не на час, ну, можно больше, там цены у них от часу. Индивидуальные прогулки на разной степени размерности в водных суденышках. Наверное, можно и катер взять небольшой, самостоятельно поплавать. Но можно и, кстати, отсюда, это судя по рекламке, можно доплыть до парка Монрепо. Это такой уже за... Сейчас вот мы идем в сторону, сейчас пока из деревьев не видно, идем в сторону замка, а уже за замком, там чуть поодаль, тоже путь пешком не близкий, парк Монрепо. С регулярной частью, с дикой частью, с какими-то беседками, с выходом к заливу, с прудами. Очень интересный парк. Сразу забегая вперед, скажу, что сегодня в планах туда, в парк, идти нет. Парк, во-первых, очень большой, но и ходить смотреть деревья никакого желания нет. Сегодня прогулка по Выборгу. И да, я Роман, и вы на канале «Прогулки по Петербургу». Откройте Питер. Сегодня в планах погулять по Выборгу и попробовать прочувствовать вот эту атмосферу средневековья, потому что считается, что это один из самых древних там городов современной России. Понятно, что еще в 1200 там каком-то 92 году финны основали, один из военных полководцев, дабы укрепить форпосты, расширить экспансию в сторону Ладожского озера, финнов строили здесь гарнизон, крепость начинается. Вот. Но, тем не менее, хоть и вот этот у нас 13 век, но сами здания,
которые дошли до нашего времени и под грифом самое-самое тут древнее, это 16 век. Какие молодцы. Это 16 век в любом случае. Так, тут скульптурные группы по всему Выборгу раскиданы. Возможно, будем проходить, и я в какие-то моменты буду обращать внимание. Вот. Здание 16 века. Это и там самый древний жилой дом в России. Ну, в современной России. Черт с ним, что это финны, шведы и там еще кто-то строил, но теперь в России. Там самый старый дом 16 века торговой гильдии. Сейчас в нем располагается информационный центр туристический. Там выдают вот такие замечательные карты. Сейчас я вам покажу размеры. Вот у меня гармошкой сложено, конечно. Вот карты для туристов с пронумерованием всех основных достопримечательностей и описанием, что, где, когда и почему. Вот. Здесь мы, смотрите, подошли еще к одному из причалов, но весь путь и вся дорога у нас сводилась только лишь к тому, чтобы дойти до торговой площади. Торговая площадь у нас как раз вот уже по левую руку, я сейчас к ней сворачиваю. И на торговой площади как минимум два основных объекта нашего интереса. Ну и попутно еще будут, конечно же, здания, вдоль которых мы будем идти, не менее интересны. Первое – это башня, а второе – это здание рынка. Так, бежим. Ну и вот у нас справа еще виднеется белым над горизонтом башня Святого Олафа. Это уже сама крепость Выборгская. Крепость, как из сказки «Теремок». Она постоянно развивалась и надстраивалась. То есть она не всегда имела вот тот вид, который мы сейчас можем созерцать. И к счастью или к сожалению, но это историческая данность. Где-то примерно в этом месте шла крепостная стена. И вот как раз основной город был там, впереди. А получается, вот сейчас у нас здесь по левую руку, это уже было за городом. И особенность этой башни, ее еще называют круглая башня, после 1710 года, когда Петр I Выборг в ходе там 7-летней войны все-таки захватил, и он стал нашим уже до гражданской войны 20 века. В общем, эту башню называли Толстая Екатерина. Но сейчас мы до нее дойдем. Сначала у нас интереснее это здание рынка. Рынок в данный момент действующий. Машины везде. В данный момент действующий, но построен в 1905 году архитектором, который построил здание рынка в Хельсинки. Если для кого-то как-то непонятно, я маленькую ремарку. Выборг вот Петром был захвачен, в ходе Нишанского мира передан России, и вплоть до гражданской войны 20 века, вот это вот у нас вся история начала 20 века, Выборг был российским. И далее, уже с начала 20 века и вплоть до Второй мировой войны, он опять принадлежал финнам. К примеру, вот здание тоже начала 20 века постройки, это Выборгское отделение финского банка. Ну и так очень много зданий будет постройки начала 20 века, они все финские. Про рынок. Архитектор, тот, кто построил и рынок в Хельсинки,
1905 год. Рынок действующий. Ну да. Зданию центрального рынка 100 лет. Уже 120. Здесь вот есть артефакты у нас остались на стенах. Даты постройки рынка. Ну и рыночек, я вам сейчас быстро и бегло только зайду, он действующий. Здесь куча товаров, куча шмоток, шоколадки, конфеты и прочее, прямиком из Финляндии. Вопрос, как у них это получается? А здесь есть таможенный порт или еще что-то. Ладно, давайте вернемся на площадь и пойдем в направлении Круглой башни. Круглая башня не входила в состав крепостной стены. Она была за ее пределами, с наружной стороны, выполняла функцию как бы всесторонней обороны. Кстати, вот мы идем по брусчаточке, и тут как будто бы это пронумерованы камешки. Вот честно, не знаю, когда это было сделано. Но вот это вот как на рынках, да, уже изначально места для палаток. Вот. То есть вот крепостная стена где-то вот была прямо здесь. И здесь были ворота. Ворота, через которые загоняли скот, который пасся на лугах здесь ниже. То есть здесь у нас возвышенность наверх идет, и вниз, соответственно, возвышенность наверх, логично. Ну а туда вниз низины были и луга. Вот башня. Башня тоже с историей, пострадала много раз горела. При пожарах обрушилась крыша, перекрытие, все восстанавливалось. Всевозможные функциональные обязанности на нее там накладывались. Сейчас это ресторан. О, немножко истории. И бегом забежим. Вам покажу, как оборудовали ресторан. Очень место атмосферное в плане вот историчности какой-то. Второй этаж, это у нас получается, здесь у них Баревич. Со столиками. И есть третий этаж, уже основной зал ресторана. Основной зал ресторана. Вот. Ну и как мне сказали, здесь особо у них разницы нет между тем, что будете вы заказывать в кафе или здесь в ресторане. Меню абсолютно одинаково, подают с одной кухни. Кому где больше нравится сидеть. Вот. Круглая башня, 1547-1555 годы постройки. Как пишут в основании толщина стен достигает 4 метров. Это вот сейчас вот здесь вот глубина на уровне второго этажа. А на уровне основания там 4 метра в глубину стена. Здание хоть и называется, башня хоть и называется круглой, но на самом деле она овал или эллипс, правильнее было бы назвать. Вот, а про пожары, про то, что крыша там обрушивалась, и в соответствии с этим крышу переделывали. Крыша была и шатровая, и куполообразная, и вот как сейчас такая с изгибами. И флюгер был на крыше, и смотровая площадка для дозорных была. То есть тут, конечно, башенке досталось. Так, сейчас двинемся вверх по улице Прогонной. Там нас будет ждать несколько памятников. Это усадьба Бюргера, костел
Святого Гиацинта и дом на скале. Тоже интересный жилой дом. Давайте, вперед. Буду ходить не спеша, чтобы показать атмосферу старого города. И вот тут все выходной день, ярмарочки с отсылкой к истории. Мастера. Монеты наприбиты. Можно что-нибудь сковать, отчеканить какую-нибудь монетку с видами или достопримечательностями Выборга. В основном все туристы идут вот по этому направлению, по лестнице вверх, но мы не все. Мы пойдем все-таки своим путем. Выборгский рынок посмотрели, Круглую башню посмотрели. Пойдем к дому Бюргера, на улицу Прогонную. Очень много вот в этой исторической части дорог с брусчаткой, как вы видите. Вот сразу из-за угла нам виднеется дом на скале, но о нем чуть попозже. А вот сразу усадьба Бюргера. Вот этот с острой крышей. Усадьба 16 века. Ее обитатели принадлежали к среднему классу. То есть были ремесленниками или торговцами. История стерла имена владельцев и жильцов, но крепкие стены из необработанных валунов устояли перед войнами и бедами. В цокольном этаже были мастерская и склад, а на первом этаже кухня и гостиная. На втором спальни, а в каретном сарае стояли не кареты, а телеги. В стойлах хрустели овсом рабочие лошади, над ними хранили сено и жили конюхи. Это вот здесь слева, где сейчас ресторан. Кстати, давайте перед тем, как зайти к Бюргеру, заглянем здесь в подвальчик, чуть ли не 14 века. Здесь продаются сувениры выборгских мастеров и пиво от местных товарищей. Хоп-хоп, лей. Тут даже можно это посидеть. Ничего себе. Как вам здесь атмосферно? Тут даже история. Очень понравилось. Мы тут со вчерашнего дня сидим. Не выпускают? Не выпускают? Не выпускаю. Настолько здорово. Ладненько, спасибо. Ну, классические безделушки. Можно даже на седлах посидеть, поупивать. Здесь продают глёк. Ну, это что-то типа глинтвейна, только на белом вине, насколько я понимаю.
Вот, давайте заскочим быстренько вот на первый ярус. Здесь не очень понятно, что можно заходить, но заходить можно. И все вот такое низенькое, но масштабное. Оп. Здесь тоже много. Зинчики, здравствуйте. Вот. И сейчас на второй этаж. Точнее, получается, что это у нас как бы вроде подвальное, но из-за того, что это на скале, видите, вверх гора уходит. Здесь на первом здесь была как раз спальня, не спальня, а основное помещение у бюргера с камином. Буфет тоже имеется. Ну и, соответственно, тут магазинчик. Есть еще третий этаж, но туда написано, что служебные помещения, не зайти. Все перекрытия деревянные, толстенные балки. Ну и давайте поднимемся, обойдем, получается, вокруг дома на скале. Скалу, надеюсь, вы разглядели. Я хочу вам показать этот перепад высот и заодно рассказать по пути об одном из зданий. Вот у нас сейчас беленькое с камнями наверху, на основании. Это костел святого Гиацинта, или еще другими словами рыцарский дом. Готическое каменное здание. Самая старая часть нынешнего здания была построена в начале 16 века. Это было здание школы францисканского монастыря. Вот, и до нашего времени дошли самые старые его стены, несмотря на позднейшие перестройки. Точнее, еще в 15 веке в этом месте располагалось деревянное здание, принадлежавшее францисканскому монастырю, посвященного славянскому мученику Гиацинту. И лишь в 16 веке оно было перестроено уже из камня. Башня с часами, мы, кстати, до нее еще дойдем, но с другой стороны. Так, опять тут ремесленники, рыцарский дом. Всякие кожевенные истории. О, здесь, наверное, воздуходувка, чтобы что-то ковать. Точно написано, кузница. Из лука можно дракона убить. Так, ну и вот сам рыцарский дом. Пишут, что это одно из немногих строений Выборга, возведенных еще до перепланировки города в середине 17 века. Вместе со старым городом перестроили монастырскую школу, после чего в здании разместилось городское дворянское собрание. А строение получило название «Рыцарский дом». Вот. Ну и, соответственно, это все до 1700... Ладно, внутрь не буду заходить. Вся эта история до 1710 года, когда Петр I взял Выборг. Что тут гудело? Давайте спустимся уже и посмотрим на дом на скале. Это вот как раз вот у нас по правую руку, вот он, этот дом номер 5. Можно погулять еще и посрезать проходными дворами Выборга. Это у нас улица Водной заставы, дом 5. Странного вида окошки. Ну и вот дом
Мы, получается, вокруг оббежали. И вот уже скала видна. Даже попытка была какая-то вырубить ступени наверх в скале. И вот прям дом. Дом на скале. Дом на скале. Ну а дальше по улице мы сейчас дойдем до гранитного, так называемого гранитного дворца. По пути нас будут встречать лавки опять всяческих безделушек. Вот уже две двери слева, да, открыты. Винтаж, сувениры и все. Да, там аж прялка, вижу, висит. Что-то ручной работы. В целом интересно и прикольно. По пути нас встречает кофейня. Тут монограмма кружки, но это тут написано «Кап». Вот. Кафешка классная, прикольная, с интересным интерьером. Давайте я забегу. Короче, рекомендую зайти сюда. Я уж не знаю, что с ним Места не так много, но, например, сейчас вот свободно здесь, у окошка, на улочку с видом. Это будет прямо перед гранитным дворцом. На самом деле, конечно же, это не дворец, но гранитный. Выстроены в стиле, по-русски это стиль модерн. Так, против солнышка плохо. Сейчас я зайду в тень. И мы с этой стороны на него посмотрим. Если по-русски, это стиль модерн. Но в Швеции это национальный романтизм. В Австрии сецессион. Во Франции арт-нуво. Гранитный дворец на углу Северного вала и Подгорной улицы в Выборге – прекрасный образец здания, построенного по его канонам. На самом деле никакого дворца здесь не было. Дом возвели в 1908 году по приказу, точнее по заказу торговой компании Хакман и Ко для ее главной конторы и апартаментов владельца. Причиной такого лестного прозвища стала великолепная гранитная отделка фасада. Здесь есть на медальонах две даты. Они могут вас немножко запутать. Но вот, например, здесь 1790 и соседняя медальон 1816. Это, по-моему, дата основания в целом фирмы. А 1816 год. Так, сейчас, где моя подсказка? Это дата возникновения торговой марки Хакман и Ко. Вот. То есть фирму-то основали, а потом еще и торговую марку сделали. Здесь вот все, что в стиле модерна надо. И тут и животные, и растения, и вот всякие, видите, тут дубы, да, с желудями. Здание сейчас находится под реставрацией. На самом деле там ничего не происходит, оно потихоньку увядает, разрушается, но в советское время его настолько перестраивали, что утратили все красоты внутренние. Вот. Что тут говорится, что ведется реставрация.
и бла-бла-бла. Здание фирмы Хакман и Ко. При советской власти там сделали коммуналки. Ну и, соответственно, по всем традициям коммуналок там не щадили ничего и никого. Там все было разбито, переделано, стены, лепнина. Никому было не интересно. Вот внутренний дворик, опять же, с майоликой, вот тут видно, наверное, зелененькая. Мы в Петербурге, да, это вот очень часто видим на Петроградке, на Васильевском острове, в Семенцах, ну вообще все везде, где очень много домов начала 20 века, выстроенных в стиле модерн или петербургский переработанный северный модерн. Так, вот мы по этой улочке поднимаемся и заглядываем во все дворики, во все дверцы с интересом. Дома какие-то переделывались, например, даже вот этот дом, он сейчас трехэтажный, но изначально он был одноэтажный. Со временем это все надстраивалось, пристраивалось, расширялось. Наши любимые дворы-колодцы. Мы вот тут по пешеходной улочке, спускаясь вниз, мы выйдем на площадь к старой ратуше, где по соседству находится ратуша и гауптвахта, ну и памятник основателю Выборгского замка Торгельсу Кнутсону. Вот уже углом здания ратуши на нас смотрит. Ну и начинает виднеться замок. Но слева, насколько, если я не ошибаюсь, как раз это здание гауптвахты. Сейчас чуть-чуть интересного про само здание, даже вот ратуши. Оно четырехэтажное, но это, опять же, не всегда было таким. И четвертый этаж настраивался, и щепец был достроен. Когда-то у финнов здесь был музей, но в советское время все это дело, опять же, пофиксили. И, по-моему, там до сих пор даже осталось несколько жилых квартир. Вот. Пойдемте посмотрим на замок. Очень много, кстати, кофеен всяких, в которых продаются кренделя. Это ж приехать в Выборг и кренделя не отведать. Это ж богохульство. Замок находится на таком островке, который вот с обеих сторон, ну, с этой стороны остров и там дальше на ту сторону остров. Я вот сейчас подумал, что мы не пойдем на замок, не будем там гулять, потому что вот сейчас на на башне никого нет. Я хотел на башню подняться, но раз на башню не подняться, то не пойдем. Сейчас я сделаю больший круг, чем хотел, лучше по Выборгу. Сейчас обойдем здание гауптвахты. И пойдем найдем здание торговой гильдии, разрушенный собор,
И, кстати, там выйдем после опять на эту улицу, только сверху. Ну а потом перенесемся в Петровский парк. Вот так вот, наверное, такой план. План капкан. Пряничная лавка. Нам на рынок. Какой-то бабушка с дедушкой. Опять же, дедушка не очень трезвенький. Нам на рынок. Ну да ладно. Вот писали, что там набережная с той стороны Апраксина сделана новая. А вот с этой стороны сейчас посмотрел. Как-то не очень она выглядит пешеходной. Да, там проезжая часть есть, но смотреть как будто бы и не на что. Так, вернемся сейчас вот сюда вглубь. Хочу все-таки погулять именно по улочкам. Но так, чтобы у нас по пути оказывались какие-то и достопримечательности. Водилы летают на всех парусах. Примечательный домик у нас сейчас вот здесь слева. Он как бы деревянный, но на каменном основании. Так. Там даже вывеска какая-то «Открыто». Несколько лет назад этот дикий виноград чуть ли не во всю стену был. Да. В общем, здесь музей, насколько я понимаю. Дом коллежского асессора Пера Урсина. Всякие планы, как что, из чего. Музейчик. Можно сходить. Черепица на крышах. Кстати, я чуть не обращал внимания, но вот есть дома еще с черепицей. И здесь мы подошли к кафедральному собору, к старому, 15-20 века. И за ним часовая башня. Вот часовая башня устояла. И на ней даже часы правильное время показывают. Но кафедральный собор войну не пережил. Ну и никто его не восстанавливает, а еще более его обнесли забором. Раньше можно было внутрь зайти и там полазить. Но сейчас такой возможности нет. На башню, по-моему, можно сходить с экскурсией. И в составе экскурсии даже можно подняться, точнее, подняться на смотровую площадку на этой башне. И вот здесь у нас прям в 2 шагах, что называется, дом торговой гильдии, тоже 16 век. Маленький домичек, прям вот как будто бы тогда все только так и было. Такое все крохотульское. Ну вот я беру во внимание, да, тот же дом Бюргера, да, и вот здесь, ну вот мы еще мимо пройдем самого старого дома в России, жилого дома. Ну, вот надо подчеркивать, что это жилой дом. Они тоже все очень маленькой площади. Я сейчас говорю об этом домике. Здесь, конечно же, будут информационные таблички.
дом купеческой гильдии. Ну, еще и жилой дом. 16 век. Сейчас в нем находится информационный центр для туристов, и вы всегда туда можете зайти. Как раз именно здесь я получил ту самую замечательную карту города Выборг со всеми обозначениями. И самый-то прикол, что это вот второй этаж и вход на второй этаж, а тут еще есть сейчас, получается, подвал. Это был когда-то первый этаж. Ну, это вся история с культурными слоями, подниманием и все-все-все. И косяк этого уже получившегося подвала, это в том, что он немножко подтапливается. Вот. Там постоянно у них стоит дренажный насос. И, соответственно, пока насос работает, в подвале сухо. Только он перестает, там грунтовые воды его наполняют. В Выборге есть филиал Эрмитажа. Здание построено еще в советские годы. Над одним из фортификационных сооружений. Так называется Эрмитаж Выборг. Это новый выставочный. Так, пройти-то бы лучше. Так. Вот тут настолько узенькие дорожки, что машины еле-еле-еле на тоненького поворачивают. В общем, филиал Эрмитажа открылся здесь в Выборге в 2010 году. Центр расположен поверх бастиона Панцерлакс, здание которое было возведено в 30-х годах. Вот, над этим Панцерлаксом. Тогда здесь планировали открыть художественный музей и школу. Вот. Очень, кстати, вот я сейчас смотрю, много таких прям зданий, которые или реставрируют, ну здесь хотя бы крышу, по-моему, меняют. Но есть прямо вообще такие заброшки. О, давайте зайдем в арочку. Сравним с нашими питерскими дворами. Ну, что-то в этом есть. В целом. Только не хватает ворот, да? А так, все как у нас. Мы вернулись на Крепостную улицу. Улица у них является пешеходной. Пойдем сейчас туда вниз уже, но я хочу сверху с горы посмотреть и показать вам. Это получается самая высокая точка здесь на Крепостной. И все в ресторанах и кренделях. Даже, наверное, я вот сюда зайду. У меня здесь представлены кренделечки. Оса кушает крендель. Значит, надо брать. Значит, натуральный. Сейчас возьму и включусь. Так, здесь сейчас не повезло. В этой крендельной остались только соленые кренделя. Но мне хочется со сдобным тестом и корицей. Ну, обязательно найдем. Вот это вот та улица, которая вот мы снизу выходили на нее к замку. Ну а сейчас пойдем куда-то пойдем.
эркеры с голубями, готовыми доесть ваш крендель. Вот этот дом, уже его прямо чуть ли не стягивают. Разваливается, к сожалению. Ну, реставрируют. Могли бы совсем его разрушить и на его месте построить псевдоисторичное что-нибудь. Когда-то, я что-то мне помнится, здесь в Выборг приезжал, вообще эта часть была перекрыта абсолютно. И приходилось обходить вот двором этого дома. Местные жители, наверное, не сильно рады были. Так, почему-то вот там люди сидят, а здесь не сидят. Вопрос почему? Зайдем. Ага. Так, здесь тоже кренделями не пахнет. А я так полагаю, должно прямо вот корицей пахнуть. Гастропаб. Вилла Карялла. О, тут тетенька в наряде. Это местные экскурсоводы. Очень погружают вас в историю максимально. Буфет и крендель. Ну, надеюсь, здесь получится найти кренделек. Зайдем. О, тут приятно и красиво. Приятно и красиво. Тут причем, наверное, можно... вяленое мясо, набор вяленого мяса. А где кренделя? Где кренделя? Сейчас найду и покажу вам. А вот, наверное, что-то. Выборгский крендель – лучший сувенир. Буфет. Кренделечки есть на соломе. Этот крендель по финскому рецепту выпускается на соломе, после чего обваривается в кипятке с мускатным орехом и кардамоном. Крендель пшеничный, они еще тепленькие немножечко. Соленый, сладкий. С корицей и сахаром. И все. Давайте сладкий вот этот с корицей и сахаром. Берем тоже его. Так, и здесь мне с кренделем тоже особо не повезло, потому что не было на сдобном тесте, был только бездрожжевой, хоть и свежий, но он твердый, а я хочу именно на сдобном тесте и с корицей крендель. Так, давайте здесь сделаем такой поворот. Очень мне вот приглянулся вот этот виноград дикий, аж до, наверное, 3-го этажа. И вот прям такие молодцы. Организовали ресторанчик на улочке. Лавка стеклодува. Что он сказал, что? Лавка стеклодува. Прикольно.
Ну, заглядывать не буду, но пройдусь здесь дворами и, возможно, через арку выйдем. Как раз виднеется шпиль круглой башни. Это мы, получается, возвращаемся к базарной площади. Ладно, хоть мы здесь уже и прошли, но есть еще парочка интересных объектов на нашем пути. Какие извинительные люди прям. Дай повод поизвиняться. Здесь у нас впереди по курсу собор Петра и Павла, лютеранский. Сейчас к нему подойдем. Ну а пока здесь по правую руку мы проходим, получается, был Союзный банк и опять же очередной банк северных стран, что ли, или как-то так при финнах. Это мы, получается, территориально сейчас уже оказались за крепостной стеной бы, если бы она была. Ну и вот лютеранская церковь, или как это правильно называется, церковь или лютеранская кирха. Кирха. Я уже даже туда сегодня заглянул. И сегодня там у них экскурсии музыкальные с игрой на органе. Внутрь было не попасть. Но зато замечательный фонтан с медведем. Вообще здесь в Выборге медведя сильно любят. Очень много памятников с ними. Там и мальчик с медведем, и вот здесь медведь, и у вокзала медведь. Все в медведях. И рядышком здесь у нас интересный объект, прямо как в Петербурге, что называется, привет на Васильевский остров. Здесь тоже памятник трамваю. И тоже внутри этого вагончика трамвайного организовано кафе. Даже пока помню.
с мальчиком, который на халяву хочет прокатиться. Ну и, видимо, билетных дел мастер трамвайный. Пойдем. Миюш. Папа. Ну стой там, я сейчас сфоткаю. Как здесь заходить? Непонятно. Вот такой трамвай, ладно. И прямо рядышком, ну, опять же, да, мы на Крепостную улицу опять вышли. Рядышком здесь Соборная площадь. Спасо-Преображенский собор на нем. И кинотеатр. Кинотеатр в здании бывшей городской ратуши. Называется Выборг Палас. И в нем проводят кинофестиваль «Окно в Европу». Так вот даже сейчас по афишам можете лицезреть. Как будто бы Чурикова. Нет? Собор Преображения Господня. Уже собор православный, как вы можете понять. Здесь же у нас на площади дворец наместника и дом президента суда. Кстати, дворец наместника — это вот тот голубенький, а дом президента суда — это вот этот желтенький. Попетляем, я думаю, улочками здесь. Позигзажем. Это наше любимое занятие. Конечно, для Петербурга момент интересный в плане перепада высот. Для нас же это жители равнины в диковинку. А здесь вот так вот, смотрю направо, вниз уходит горочка. Прямо вот дорога вверх идет с перепадами. Как раз вот в этой части уже вот появляются советские дома, кирпичные. Но еще есть остатки дореволюционных. Возможно, даже финских. Ну, может, и не финских. Улица Титова. Тоже какой с прикольной аркой. Там в арке свои сувениры. Деревянная пристроечка просто к дому. И все. И вот. И все. За все время существования Выборга, я так понял, у них ратуша не единожды переносилась. И было здание
Ну, есть здание новой ратуши, здание старой ратуши. Вот мы сейчас подходим, за углом у нас будет, судя карте, очередная башня ратуши. Но вот которой из, я не знаю. Опять же, тут все в заборах, в стяжках. Является музеем. 15-17 века. Охраняется государством. И хорошо, что охраняется. Ну а сейчас у нас будет по левую руку церковь доминиканских братьев. Монастырская церковь доминиканского ордена католического. Вот в таком законсервированном состоянии находится сейчас. Так. Сейчас надо придумать. Пойдемте здесь налево. Уже к набережной. По косому переулку выйдем на Южный вал. И пойдем в сторону Эрмитажа. Очередной памятник. Здесь даже когда-то было финское кладбище. Ну, видимо, что-то при монастыре, какой-нибудь погостик традиционный. Вот уже у нас виднеется Эрмитаж. Давайте переносимся туда. Перенеслись поближе, и сразу виднеются остатки бастиона Панцерлакс, над которым в 30-е годы было построено вот это здание. Есть информационный щит. Как тут реставрировали или как строили. Давайте зайдем на территорию. Благо здесь все открыто и доступно. Можно было бы и с левой стороны, там, с официального входа. Здесь какие-то, кстати, остатки корабля. Скорее всего, мачты. А может и не мачты, может какой-нибудь балки перекрытия. Одна из вещей, которая нас отсылает к Эрмитажу и к Летнему саду в Петербурге, это копии античных фигур, которые здесь имеются. Ну и, конечно же, вот это здание в стиле конструктивизма, так любимого в начале 20 века, уже в 20-30-х годах, и в советские годы. В советское время, при советской власти у нас, да, все это строилось. Ну и вот финны тоже это любили. Здесь такой вид на залив. Здесь, конечно же, сейчас все
разгружаются сухогрузы с углем, углевозы. И здесь, кстати, будет видна часть крепостной стены. Вот тоже это одно из укреплений, над которым мы находимся. Это сейчас сами оцените, на какой высоте мы находимся. И здесь практически отвесная стена вниз. Сверху ставились пушки, и пушки палили во все стороны. Психея, знакомьтесь. Венера, газонокосильщик. Ой, тут Амур и Психея уже развлекаются. Флора с каким-то мальчуганом. Еще раз Флора, уже поодетей. О, так, правая сторона. Здесь перечислены те фигуры, которые Вулкан, Бахус и Церера. Вот, наверное, Церера, да. Бахус и Титан. Бахус — это что у нас? Бог виноделия. Он держит горсть винограда, горсть. Ну и Вулкан. Ой, друзья, прям тут группы и группы, вот группы туристов. Здесь только что тоже в кадр попали еще одна группа туристов. Выборг весь в туристах. Вас прямо на вокзале уже сразу окучивают. Стоят ребята с матюгальниками, зовут на экскурсию. Пойдем. И вот вы такой группой, человек 20, будете ходить гуськом друг за другом и слушать, пытаться что-то услышать от экскурсовода. Ну что ж, это каждому свое. Можно же просто там какой-то аудиогид, Easy Travel или еще что-нибудь в интернетах найти, прогулки по Выборгу, и ходить, читать, и никак не ограничиваться во времени, да. Возможно, без каких-то интересных фактов вы останетесь, но, возможно, вы еще интереснее факты сами найдете. Я, в принципе, вот склонен именно так и делать. Вот. Вам же я просто сейчас показываю, что есть. Так скажем, бежим по верхам, а уже углубленней каждый для себя выбирает. Вот одна из как раз бастион, реконструкция его, как это могло быть. Мы как раз были здесь сейчас наверху стояли, там где фигура Титана. Ну а здесь мы с вами поднимались. Что ж, друзья, на этом уже брождения по Выборгу на сегодня считаю достаточными. Заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки. Всего доброго. Пока-пока.